Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с Масленицей! Масленица по традиции самый радостный и жизнеутверждающий праздник, проводы зимы и встречи весны. Наши предки быстрее старались встретить Масленицу, чтобы разбудить землю, начать пахать и сеять. Тот, кто не участвовал в Масленице, на весь год грозило остаться больным, несчастливым, и все несчастья могли свалиться на него. Поэтому все, от мала до велика, старались принять участие в широкой Масленице. Каждый день этого праздника имеет свое название. Понедельник – встреча. В этот день принято начинать печь блины, зазывать Масленицу. Молодожены в этот день, те, которые поженились зимой, выезжали на санях и красовались перед всем честным народом. Так называемый праздник красования. Вторник – заигрыш. В этот день было принято кататься с гор, радоваться, конечно же, есть блины и вовлекать весь народ в общий праздник Масленицы. Среда называлась лакомкой. Лакомка – это особенно такой яркий день. С него начиналась широкая Масленица. Блинов нужно было есть много. Как говорили в то время, блин не клин, пузо не разопрет. Четверг. Четверг называли разгулом. Уже начиналась широкая Масленица, и повсеместно жарились блины всяких разных видов. Пятница назывались тещины посиделки. В этот день зять по традиции должен был пригласить тещу на блины. Он заранее ее звал, а теща давала продукты: сковородку, яйцо. А в ответ зять вечером должен был подарить им мешочек муки и коровьего масла. Если такая встреча состоялась, то весь следующий год между зятем и тещей налаживались прочные дружеские отношения. Поэтому, уважаемые зятья, приглашайте немедленно своих тещ на посиделки. Пятница прошла, наступает суббота. Суббота называется Заловкины посиделки. В это время сноха приглашает заловку, то есть сестру мужа, к себе на блины. Обязательно дарит какой-то подарок ей и также налаживает теплые дружеские отношения. Ну и, наконец, последний день Масленицы – это прощенное воскресенье. В этот день было принято просить прощения у всех близких, родственников, друзей или просто каких-то людей, может быть, вы обидели кого-то, чтобы с чистой совестью встретить Великий пост. Но пока Масленица еще идет, давайте сегодня приготовим замечательные блины с творожной начинкой, фруктами, орешками, сухофруктами прямо объедение. Ну что, давайте начнем готовить. Для начала взобьем в миксере 3 яйца. Взбивать будем в крепкую пену. Вот я взбила в пену яйца. Теперь добавляем 3, можно 4 столовых ложки сахара. Как вы любите, послаще или не сильно сладко. Добавляем ванилин, пакетик, и пол чайной ложечки соли. И тоже взбиваем. Добавляем пол чайной ложечки приблизительно мускатного ореха. Знаю, что необычный ингредиент, но он очень хороший вкус придает. И взбиваем до очень густой пены. Подогреваем до комнатной температуры 250 мл молочка. Я взяла 3,2% жирности. Буквально, чтобы оно было примерно температуры тела. Вот пальчик помещайте туда, но когда становится тепленькое, значит готово. Перегревать или кипящим не нужно делать, только чтобы тепленьким. Добавляем подогретое молочко. После этого будем добавлять сейчас муку, которая у нас уже либо просеянная,
Либо вот как у меня с помощью такой кружечки можно сразу просеивать. Просеиваем муку непосредственно в наше тесто. Сейчас, когда я тесто перемешаю, покажу, какое оно должно быть вкусное. Перед приготовлением блинов расскажу еще несколько секретов. Вот посмотрите, тесто у меня уже готово. Оно должно получиться примерно вот такой гущиной. Льющееся, да? И в то же время такое чуть-чуть густоватое. Лучше всего использовать чугунную сковородку. Всегда еще перед приготовлением я растапливаю масло. Видите, сливочное. Каждый блин хозяйский должен быть смазан маслицем. Тогда они всегда будут у вас мягкие, сочные, даже на следующий день. Не пересохнут. Вот сейчас масло растопится. Прогреваю сковородку и начинаю печь блины. Вот уже такая кучка блинов у нас готова. Продолжаем печь. Из этого количества теста где-то 10-15 блинчиков получится. Может около 20. Смотря какой толщины будете готовить. Лучше всего, конечно, тоненькие блинчики. Но если вы планируете много начинки положить, тогда советую делать потолще. У нас сегодня будет легкая кремово-творожная начинка. Поэтому я их не слишком такие толстенькие делаю. Вот видите, как только белое тесто исчезает из блина, значит его нужно переворачивать. Если вы, конечно, не любите такие супер хрустящие цвета сникерса. Вот еще тут чуть-чуть и переворачиваем. Видите, какие ноздреватенькие получаются. Красивые блинчики. О, там чуть-чуть поджарился. Ну, со второй стороны долго жарить не надо, чуть-чуть и убираем. И каждый блинчик смазываем маслицем обильно. В старину говорили, хозяйские блины не сухие, не постные, а с маслицем, с коровьим. Готовим крем. Творог пересыпаем в сито и аккуратненько начинаем его перетирать. Да, конечно, процесс кропотливый немного, но результат того стоит. Начинка получится очень нежной. Вот я перетерла уже творог. Посмотрите, он такой очень мягкий получился, воздушный. Не ленитесь, именно перетирайте через сито. Добавляем сахарную пудру. Ну, если вы любите послаще, то можете побольше добавить. Думаю, такого количества примерно будет достаточно. Добавляем сметану. Сметана у меня 15%, можно добавить погуще. И начинаем все перемешивать. Вот смотрите, у нас получился прям такой творожный крем. Очень нежный такой, воздушный. Сейчас в этот крем добавляем еще курагу и финики. Финики предварительно помыли, порезали. Курагу запарили, также порезали на мелкие кусочки. И также все перемешиваем. Наш творожный крем с курагой и финиками готов. Теперь начинаем фаршировать каждый блинчик. Берем, поворачиваем его, кладем начинку на середину, распределяем ложечкой. Начинки можно не жалеть, будет вкуснее. Так. Стараюсь по всему блину прям распределить начиночку. Так, распределили. И теперь заворачиваем. Вот таким образом. Вот. И также поступаем со всеми блинами. Ну вот, дорогие друзья, мои блины готовы. Я украсила их фруктами, сахарной пудрой, шоколадом сверху. И теперь можно дегустировать. Смотрите, как красота в начале.
начинки. Курага, творожный крем, шоколад сверху. Просто объедение. Очень вкусные блинчики получились. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Готовьте вместе с нами. Также не забывайте подписываться в мою группу ВКонтакте, в Одноклассниках, на мою страничку. Всем приятного аппетита. Пока-пока.